Есть информация о том, что в корпус целились прямо прицельно. Действительно, разрыв пришелся четко в крышу. Детонация произошла внутри. Огромное количество тел погибших сейчас находится непосредственно в том корпусе, где содержались военнопленные, преимущественно нацбатальона Азов. Действительно, накануне представители, боевики давали показания и рассказывали достаточно подробно о тех преступлениях, которые они совершали на фронте. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, какие функции выполняли батальон Азов. Дмитрий Казацкий, временно исполняющий обязанности командира пресс-службы полка Азов. Позывной ваш? Орест. Дмитрий, расскажите, были ли какие-то особенности ведения вами информационной работы до начала боевых действий, потом в процессе, в последующем? До 24-го у нас была своя информационная кампания по рекрутингу, то есть были предположения, что начнется война, и мы занимались активным рекрутингом личного состава, то есть собирали, скажем так, людей на всякий случай. Но вот самое интересное, до 24-го, еще до начала войны, с офиса президента, я так понимаю, я слышал фамилию Арестовича, именно конкретно, что Арестович этим занимается, о создании, скажем так, информационной кампании по сбору шок-контента, видеоматериала по жестоким убийствам российских военнопленных. Для нас это было тогда еще странно, мы не думали, что это начнется. Мы просто приняли там данные указания и все, и пропустили их. Но потом уже, когда реально все началось 24-го, когда началась война, мы начали мониторить медиа, скажем так, в Украине, информационное пространство, и начали замечать, что данные видео реально начали появляться. Я так понял, что данные указания были пущены, то есть не только нам, а и другим военным там подразделениям или организациям. То есть мы видели видео с Харькова, из Киева, я так понял, данные указания были там спущены и Боцману, и Чили в Харьков, потому что там видели данные видео в разных там телеграм-каналах, на разных источниках, скажем так. И были данные видео. Впоследствии я так понял по тем указаниям, что данная информационная кампания была создана для того, чтобы вызвать какие-то антивоенные движения в России, чтобы были там какие-то митинги, акции. Но по факту, как мы потом уже увидели, мониторили тоже информационное пространство, данная информационная кампания, то есть она вызвала больше негатив в мировом обществе, потому что как бы это военное преступление, и в России должного результата не вызвали, потому что никаких там акций не было, ничего такого. И потом я уже, когда уже была война, я не помню, какое это было число, были спущены новые указания прекратить, то есть данную кампанию, приостановить. Опять же таки, я так понял, это от Арестовича шло. Я просто слышал, опять же таки, что это от него спускалось, прекратить, чтобы там не вызывать негативный опыт, скажем так, в мировом обществе. И вот впоследствии, то есть я не знаю, кто у нас там конкретно этим занимался, но данные видео, возможно, были, я так понимаю, были собраны, но то есть точно знаю, что по выходу с Азовстали все там видеоматериалы, все флешки, все жесткие видические компьютеры, все были уничтожены, там, их полили, то есть все было испорчено, и все, чтобы не осталось, то есть этих видео, и вот так.
И вот, как говорят аналитики, скорее всего, это и была реакция Зеленского на вот эти откровения. То есть просто пытаются сейчас закрыть рот этим военнопленным, чтобы они не давали показания, не рассказывали подробности тех преступлений, которые совершали они в том же Мариуполе и на тот момент подконтрольные киевскому режиму территориях. Действительно, вот мы сейчас находимся здесь, в этой колонии. Стоит сказать, что атака на нее уже была и была не единожды проведена, но попаданий таких вот точечных, конкретных не было жертв. Но вот сегодня ночью украинский режим совершил очередное военное преступление, уничтожив своих же боевиков. Вот мы видим перевязочные материалы в огромных количествах. Здесь все в крови. Действительно, здесь находятся и тела погибших. По понятным причинам мы их не можем показывать по этическим соображениям. Удалось оказать помощь прямо на месте десяткам боевиков. Они отправлены в различные медицинские учреждения. За их жизни сейчас борются врачи. Стоит сказать, что еще в июне месяце один из представителей нацбатальона Азов обращался непосредственно к Зеленскому, говоря о том, что необходимо прекратить атаки на колонию, потому что здесь находятся, ну, свои же вроде бы боевики. То есть... Я Владислав Дучак, сержант полку Азов. Мы, украинские военнопленные, азовцы, морпехи, пограничники, нацгвардейцы, солдаты и офицеры ВСУ. Мы прекрасно понимаем все те процессы, которые сейчас происходят на фронте. Одновременно мы обращаемся к вам, братья и сестры, учесть тот факт, что на данном отрезке фронта ожидает на обмен сотни украинских военнопленных, среди которых есть женщины и раненые. И нам бы очень не хотелось, чтобы их жизнь оборвал украинский снаряд. Это обращение было, но тем не менее, вот сегодня ночью действительно произошла немыслимых масштабов провокация, которая стоила десятки жизней боевиков нацбатальона Азов. Здесь содержались военнопленные украинской армии, которые сдались в плен. Хотелось бы отметить, что место содержания военнопленных определяла сама Украина. Поэтому они знали точно, где они содержатся и в каком месте. После того, как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали по приказу своих командиров, а эти приказы получали из Киева, было это решение политическим руководством Украины с применением реактивных систем залпового огня американского производства «Хаймарс» нанести сюда удар, чтобы скрыть те преступления, о которых стали говорить украинские военнопленные. Хотел бы заметить, что даже нехватка этих боеприпасов их не остановила, чтобы закрыть рот тем украинским военнопленным, которые начали рассказывать, как они убивали, где убивали и за что убивали гражданское население.